Привет, друзья! Ну что, я в Сан-Франциско, вышла из аэропорта. Приехали, кстати, практически вовремя, там может опоздание буквально на 10 минут. Так что бегу в отель, оставляю там свои вещи и после этого бегу на кастинг в 12 часов. Еще я думаю, что я сегодня куплю себе мочегонное средство, потому что у меня реально прям все затекло, и мне это прям мешает. У меня вот здесь прям все скопилось, я прям чувствую, прям давит мне как будто на мозг, на мой нос, на вот это вот здесь вот все прям аж затекло водой. Я решила, что я возьму себе какое-то мочегонное, посмотрю, если это освободит мои клетки от переполненности воды. Напишите мне в комментариях, пробовали вы когда-то мочегонные средства и думаете ли вы, что это плохо. Я никому не рекомендую этого делать. Я сама не знаю, хорошо это или плохо, но иногда, когда мне нужен быстрый эффект, очень редко, наверное, может быть, раз в полгода, я балуюсь такими препаратами. Так что зайду, быстренько куплю и увидимся, друзья, скоро. Сегодня я остановилась в другом отеле, не в таком, как в прошлый раз. Он как-то там называется, я даже не помню, как он называется сейчас. И самое прикольное, меня сразу заселили. Такое бывает очень редко, на самом деле. Обычно не заселяют right away. Обычно тебе нужно ждать там до 3 часов и так далее. Но мне повезло. Что, друзья, вам интересно посмотреть мою комнату? 9-й этаж. Комната 901. Вот она, моя комната. Fire exit. Ну, естественно, так не срабатывает. Окей. Да, этот отель мне больше нравится. Тут хотя бы пахнет вкусно. Ну что, вот моя кровать. Здесь есть стол. И здесь даже есть такая мини-отдыхальня. Слушайте, но самое ужасное, что здесь, конечно, ремонт идет, видите? То есть весь мой шикарный вид полностью заблокирован. Ну ничего, меня это не расстраивает. Я здесь всего лишь одну ночь. Самое лучшее в мире огромное зеркало. Давайте я покажу вам мой аутфит. Значит, куртка Маш. Сумка моя любимая, дорогая, от Louis Vuitton. Этот топ я купила в Арице, Dior, Zara, Valentino. И, друзья, я не знаю, видели вы или нет, но вот он мой браслет, который я решила взять в итоге, поменяв бриллиантовый браслет на обычный. Все-таки он меньше обязывает, и сегодня я ношу золото больше, чем серебро, поэтому я решила, что золотой браслет мне больше подходит. Давайте я покажу вам туалет. Вот так выглядит ванная комната с красивыми зеркалами. Тут есть и зубная щетка. Что здесь? И тампончики. Ну, в смысле, это не тампоны, cotton. Как они называются? Cotton puffs. Даже бритву положили за 20 баксов. Но этим я пользоваться не буду. Ванна, посмотрите, какая чистенькая. Да, этот отель мне нравится намного больше. Тут намного милее все. И, конечно же, шкаф с сейфом. Так, мне нужно быстренько сбегать за таблетосами, про которых я вам уже говорила. Попробовать их выпить и посмотреть, какой будет результат. Я думаю, что должен быть хороший. Кстати, совет для всех. Никогда не ставьте свой чемодан в раскрытом виде на пол. Потому что если вдруг в этом отеле или где бы вы ни останавливались есть bed bugs,
они запрыгнут к вам в чемодан. Лучше всего оставлять где-нибудь на столе или разбирать и сразу убирать чемодан куда-нибудь подальше, чтобы bed bugs было неинтересно. А когда есть какое-то вот где можно полазить, туда они залазят. Так что имейте в виду. Я закончила кастинг для Gap, и они были такие милые. Они предложили мне покушать. Hi, how's it going? Good. Они предложили мне покушать, и я, естественно, не отказалась. Ну, слушайте, на самом деле, это был хороший момент, чтобы я с ними посидела, пообщалась, рассказала про себя и так далее. В общем, это было прикольно. Ну, естественно, сделала свой кастинг в том числе. Иду сейчас на примерку для Banana Republic. И после этого увижусь с вами. Ой! Увижусь с вами, друзья. Вот первый раз в жизни я пожалела, что не взяла с собой очки. Такая, думаю, а зачем мне очки? Я же буду работать, блин. Ну что, друзья, я закончила кастинг свой последний. Хотела показать вам Skyline. Просто тут такой сумасшедший вид. Наверное, если пойти туда повыше, еще круче будет. Но отсюда тоже прикольно. Давайте я вам покажу. Вот такой вид на Сан-Франциско. Сейчас я еду, друзья, в Golden Gate. Я мечтала туда попасть еще даже с моей прошлой поездки. Сейчас я туда еду. Я написала одной девочке, которая сама, точнее, мне написала в комментариях на Инстаграме. Я написала, говорю, пошли давай, пошли посмотрим. Она такая, да, конечно, пошли. В общем, супер. Все сложилось, я туда еду, возьму вас с собой. И я думаю, вам понравится. Поехали. Мирон. Мирон, мама has to go. Bye-bye. Что? More? More what? You wanna talk more? Мирон. Мирончик. I miss you. Мирон. I miss you. I love you. Okay, bye guys. I gotta go. Bye. I'm so sorry, my love. I will see you soon. I'm coming back tomorrow. Okay? Don't need to cry. I love you. I love you so much. So much, Miron. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Привет! Познакомьтесь, это моя спутница в Golden Gate, Алена. Она живет в Сан-Франциско. Расскажи, тебе здесь нравится? Мне здесь очень нравится. Серьезно? Очень красивая природа.
Тут Лучше, немножко... чем в Л.А., лучше, чем в Киеве? Тут немножко холоднее, чем в Л.А., но мне это больше нравится, потому что в Лос-Анджелесе, ну, 70% времени ты включаешь кондиционер каждый раз в машине, и я не люблю это, типа, тебе так жарко. А здесь не бывает, да, так жарко? Только летом? Бывает супер редко. Минус в том, что из-за того, что в Сан-Франциско почти всегда холодно, тут нет кондиционеров, то есть у нас отопление идет. То есть у нас идет газовое отопление, и поэтому когда жара, ты ничего не можешь сделать. Ты просто... В новых домах есть кондиционеры в даунтауне, потому что некоторые дома не предусмотрены на открытие окон вообще в принципе. У них есть. А вот эти викторианские домики симпатичные все, там только и устанавливать тоже нельзя. Ну, у нас стоит газовое отопление, это газовый огонек, который все время горит. Да. Есть, у меня такая сейчас в Лос-Анджелесе была, в одной из моих квартир. Да, я не знала, что в Лос-Анджелесе. Тут мост, это целая структура, у нас есть полиция, которая только на мосту. У них свои машины, свой знак, Golden Gate Patrol называется, и они ездят на велосипедах, на всем, и там это целая система этого моста, это отдельная жизнь, там бюджет этого моста сумасшедший. Сумасшедшие деньги. Я ж тебе говорю. О май гад. Сейчас опять. Oh yeah, that's really nice. I like it. I like that they have the window. Да. Вау, прикольно. То есть у нас пасмурно, за мостом солнечно. И ты прямо видишь эту точку, где они останавливаются. Ну, тут очень красиво. Да, вообще. Еще так, знаешь, по сравнению с тем, что мы были там внизу, так тепло, тихо и спокойно. Военная батарея, говоришь? Военная батарея. В общем, там стояли пушки, туда направленные, если какие-то корабли заходили, то их могли остановить. Прикольно. Их очень много, они идут по всему берегу туда, в ту сторону. Довольно далеко. Вау. Это самое классное. Красиво. Вау. И вода уходит просто в никуда. Следующая земля Гавайи. Была на Гавайях? Нет, на Гавайи. Я обожаю Гавайи, просто одно из моих самых любимых мест. А какой остров? Ну я была только на двух. Я была на Мауи и я была на Хонолулу. Мне сказали, в Гонолулу нечего. Ну это очень туристическое место, потому что туда же прилетают все интернешнл самолеты, и оттуда уже начинают по разным островам идти. Ну смотря, что тебе нужно, знаешь. Если, конечно, любишь погоду, то, конечно, нет. Говорят, что Большой остров самый красивый, но мне Мауи очень понравился. Я была беременна где-то на месяце так, 6-7, и мы сделали, у них есть такая тема, называется Road to Maui, и ты просто вот так вот по всему острову целый день с 8 утра до 9 вечера катаешься, и обычно ты берешь гида, ну раньше, back in the days, брали гида, но сейчас есть application, ты платишь $5, и тебе app говорит, куда ехать, где останавливается, там ты выходишь, идешь там в какую-то скалу, садишься обратно в машину и выходишь, там водопад, знаешь, то есть он тебе говорит, как пройти, куда пойти, где лево-право и так далее. То есть не интернет, ничего не нужно, там по GPS работает. Все, компьютеры людей выживают, никаких Мне очень гидов понравилось. больше. Да. Кстати, пока подружек не появились дети, я не знала. Тебе не стыдно? А тебе не стыдно? Я ем. Кола, бургеры, картофан. Не стыдно вам? И Мирон тоже на связи. Сладкий. Почему нет их в Лос-Анджелесе? Этого бургера? Может быть, есть, не знаю. Я уж что у кого-то видела. Доброе утро. Мое жирное лицо покрыто маслом. Ну что, друзья, вчера мы нагулялись по Сан-Франциско. Очень было красиво, мне очень понравилось. Сумасшедшей красоты город. Конечно же, очень жалко и печально, что здесь настолько много нищих людей, которые нуждаются в помощи психологической и денежной. Но it is what it is.
Еду на работу. Сегодня мы работаем целый день на Banana Republic. У меня самолет по-моему, в 8 вечера. И я прилетаю в Лос-Анджелес в 9:40. Я надеюсь закончить раньше, как и в прошлый раз, и приехать раньше. Я надеюсь увидеть сегодня Мирончика, потому что я ему звоню, он практически плачет, говорит: мама, мама, мама. В общем, грустно, печально. Сейчас быстренько делаю чекаут и идем на работу. Ну что, друзья, как говорится, работа слишком быстро, это тоже не прикольно, потому что мы уже берем второй или третий брейк, потому что команда не хочет слишком рано заканчивать, потому что им уже начали добавлять лишние шуты из-за того, что они слишком быстро заканчивают. А еще я супер скоростная. Я бы уже могла в 2 часа закончить. Сейчас время 3, у нас еще 5 луков осталось. То есть буквально еще 15 минут, но они не хотят заканчивать, они специально берут дополнительные перерывы, чтобы не закончить слишком рано. В общем, меня это расстраивает, потому что я хочу уже уехать, я хочу пойти, сесть в свой самолет и лететь домой. А меня не отпускают. Держат меня в заперти. Но все равно получилось лучше, чем я ожидала. Я сажусь на самолет в 5 часов. В Лос-Анджелесе я должна быть по расписанию в 6:40, но обычно они прилетают раньше, то есть в 6. За час я до дома, и до сна Мирона я смогу с ним встретиться, чему я, конечно же, рада. И еще одна новость для вас, друзья. Меня апгрейдили на бизнес-класс, так что я лечу бизнесом. Первый раз, кстати, в этом году меня апгрейдили, в прошлом году у меня бывало пару раз, в этом году первый. Так что летим бизнесом. Полетели, друзья. Ну, бонус заключается только в том, что тебе дают алкоголь. Ну, еще вместо 3 сидений 2, и как бы оно чуть пошире. Удобное ли сиденье? Нет. Стоит ли это своих денег? Нет. Купила бы я это за кэш? Наверное, нет. Я бы полетела экономно, мне было бы тоже классно. Ну, летим бизнесом. Чему жаловаться? Minutes our flying time, we're going to go up to 37,000 feet. We're going to be at 37,000 feet for about 10 minutes, and then we're going to start right back down into Los Angeles. The weather in LA is pretty much the same as it is here, a little bit warmer though. Partly cloudy, 75 degrees. Our weather chart does indicate we might get some bumps on the descent into LA, so the flight attendants are going to get the service done in the first 40 minutes or so, and then have a seat.